Всем привет, и это видео будет о том, как я перешла в служебную школу в Аргентине. Но для начала расскажу немного о себе для тех, кто меня не знает. Меня зовут Алиса, мне 15 лет, и я живу в Аргентине уже 1 год. Para los argentinos lo diré en español. Me llamo Alisa, tengo 15 años y vivo en Argentina 1 año y 2 meses, más o menos. Ahora hablo poco, pero con el tiempo quiero empezar a hablar más. Para ustedes escribiré subtítulos en español para este видео, porque hablaré en ruso. Сейчас расскажу краткую информацию о том, где я училась и почему я решила перевести в другую школу. Но для начала скажу, что я учусь в 4 классе секундарии. Это 1 год в старшей школе. В России это наш 9. Я училась в частной экономической школе. Я про это снимала видео. Где-то справа вверху должна будет вылезти подсказка, где я рассказываю, какие там предметы, ну и всякое подобное. Но почему я решила перейти? Это потому что раньше я не знала о существовании других школ, а я люблю рисовать, фотографировать, там обработки делать. Поэтому, когда я узнала, то, что есть такая школа, я, естественно, сразу захотела туда перейти. Мы начали смотреть, есть ли там места на 5-й год, пришли на собеседование, и оказалось, что мест не будет на следующий год, и можно прийти только в этом году. Поэтому мне пришлось перейти сразу, вот в конце этого года. Спустя неделю о том, что я узнала, что мне нужно будет перейти в эту школу, я всем такая пока в прошлой школе. И в итоге запихнулась в эту школу. Со мной, кстати, теперь учится еще одна русская девочка. Мы с ней недавно познакомились. Как раз таки в последний день, когда я забрала уже документы из той школы, ее там моя мама познакомилась с ее мачехой в чате аргентинском. Узнали, тоже спрашивали про турецкую школу. Ну, короче, потом мы начали общаться. Ну, короче, вот она в итоге перешла в школу, теперь мы вместе учимся в 1 классе. Если говорить о новой школе, то я ходила в частную школу, а это теперь государственная. Но если говорить еще о том, чем они отличаются, естественно, в государственной школе намного хуже ремонт. Но также моя школа, там она поддерживается государством, то есть привозят бесплатные продукты, которые дети могут забирать домой, и также бесплатное питание в столовой. Из обычных блюд там обычно там макароны с каким-то соусом, какие-то овощи и что там еще, но я там не ем. Я приношу с собой, ну либо там беру просто что-то перекусить. Типа там булка всегда лежит свежая, там какие-то крекеры, там дуси де лече, абрикосовый джем стоит и вот так, и так далее. Ну и также там иногда раздают маты, какой-то, не помню, как она здесь называется, но что между маты и соком каким-то сладким. Короче, очень-очень сладкий сок какой-то. Если говорить, какие здесь одноклассники, только в прошлой школе, мне в общем было, в прошлой школе все были хорошие, все были добрые, отзывчивые. По сравнению с российской школой это было прекрасно. Но перейдя в эту школу, я поняла, что все были не очень. Это были все хорошие, но я сама-то не особо была общительная, но мне нечего было говорить, поэтому я им даже не разговаривала, просто такая и все. А тут хотя бы начала разговаривать, сама в шоке себе. Какие-то знания сразу проснулись во мне, потому что теперь есть о чем поговорить. Здесь почти абсолютно все фандомы там шарят, все знают почти все стили музыки, всякие знаменитые группы, почти все фильмы все смотрели, сериалы, почти все игры все знают, ну и так далее. А в прошлой школе у меня аниме там, допустим, всего 2 человека вроде бы смотрела, кей-поп вообще никто не слушал, и многие фильмы многие не смотрели и вообще никогда не знали. А тут я прихожу, и все знают. Я такая, боже мой, где вы все время были? Короче, замечательно. Теперь тут творческие люди, они абсолютно все знают, за все шарят, все уважают, и все прекрасно. Эта школа, кстати, поддерживает ЛГБТ, то есть люди, если где-то кого-то в других школах булили за то, что он либо гей, либо лесбиянка и так далее, это они все переводят сюда, и тут полностью это норма. Если никто не будет его оскорблять, булить и так далее, тут все нормальные люди. В этой школе полностью нет буллинга, все хорошие и добрые. Ну, в общем, когда я пришла, в первый день все общались, все очень хорошие ребята. Про многое меня спрашивали, потом я про них там спрашивала. Ну, короче, замечательные люди, обожаю всех. Но по сравнению, конечно, с частной моей прошлой школой, здесь почти никто так
естественно, не парился насчет учебы. Половину там уроков учитель может не прийти, мы просто ничего не делаем. Ну и, естественно, более легкие темы и так далее. Но мне только лучше, боже мой, я мечтала об этом всю жизнь. Я и так, конечно, прессами тянула все, но математика, это никогда было не мое, ни за что. Хотя, на удивление, как раз физика не получалось. Там можно использовать калькулятор и так далее. Значит, сейчас поговорим сразу на несколько пунктов. Это как работает система, когда ты опаздываешь, что мы делаем во время обедов, можно ли уходить из школы, спойлер, нет. И как работает система, когда отменяются уроки. То есть отпустят нас домой, либо нет. Ну, про систему с опозданиями. Вот, уроки у меня начинаются в 7:30 всегда, а в 7:20 типа ты уже должен быть у школы, чтобы зайти, там поднятие флага, и потом все запускают в классы, 7:30 уже начало. До 7:50 сам все время всех пускает, а после уже закрывают ворота, и те, кто опоздал, должны отдать свою книжку Кодерну. Она выглядит вот так вот. Я в 4 классе, поэтому она такого сине-бирюзового цвета. Там написана информация об ученике, в каком классе, какое направление, об этом мы тоже поговорим. В этой книжке также пишутся, когда отмены уроков какие-то, допустим, физкультуры. Когда физкультура меняется, мы можем идти спокойно домой. Там нам просто подписывают, типа, как бы классный руководитель, но нет. Тут просто нет такого, вроде бы, чтобы классный руководитель был. Просто человек, который отвечает за дневную и вечернюю часть, он подписывает то, что, типа, да, он подтвердил эту информацию, и мы можем спокойно выйти из школы. Тогда просто идем домой. Также там пишется про всякие экзамены и всякая информация для семей, которые потом родители должны подписать, то, что они узнали об этом. И также туда пишется, когда человек опоздал, это просто тоже, типа, для семей. Во время обедов мы никуда не уходим, только если за тобой пришли родители, они могут тебя забрать, подписать, и вы пойдете домой кушать. Ну так, думаю, никто не делает, потому что у нас всего 30 минут обеденный перерыв. Он начинается в 13 и длится до 13:30. В это время все просто идут в столовые, кушают, общаются и отдыхают. И вот когда отмена урока, если это в конце уже дня, то есть не посередине, когда посередине мы просто, естественно, если учитель не пришел, то либо нам дают какое-то задание, либо мы просто сидим и делаем, что хотим. А когда отменяются последние уроки, тогда либо мы просто сидим до конца дня и не можем выходить, либо за нами могут прийти родители, или, как недавно узнал, очень полезная вещь, друзья, точнее родители твоих друзей, они могут просто подписать то, что вот они тебя забирают, и твои родители должны прислать фотографию, то, что они написали, типа, я вот это, подтверждаю, что вот этот человек может забрать моего ребенка такого-то, там вот ДНИ, время, вот это все, дата, типа вот, я доверяю этому человеку. Тогда этот родитель приходит, просто там номер ДНИ всех учеников пишется, и то человек, который забирает, просто подпись, и все, вы можете идти домой. Но если за вами могут прийти родители, да, тебе придется сидеть до конца дня учебного, и только потом, когда закончится твое расписание, можешь идти домой. Теперь поговорим, наверное, про самое интересное. Это предметы, расписание. Есть 4 направления, у которых потом другие поднаправления. То есть я на визуальное искусство на испанском, это... я не помню как. Короче, визуальное искусство. Это у меня идет 3 направления. Это пинтура, то есть рисование, грабану вроде бы. Там у них, если не ошибаюсь, они там дерево выпиливают и графику рисуют. Но я точно не уверена. И я из скульптура. То есть у нас основные 4 часа в неделю. Это скульптура. Подробнее потом расскажу про нее. И 2 часа пинтуры, рисования. Также 3 других направления. Это музыка. Ну, получается, 4 направления этих. Это типа визуальное искусство. Потом музыка, танцы и театральное искусство. Про другие направления я почти ничего не знаю. Особенно про танцы. Ну, танцы я видела несколько раз, как они танцевали. То есть они просто танцами занимаются, я думаю, разных стилей.
По музыке. Там отдельно у них кабинеты с дверью, как у бункера, чтобы была шумоизоляция. У них много кабинетов. Но они, естественно, проходят музыку. Во второй части дня, это как раз когда у нас все эти предметы творческие. В первой части дня они тоже есть, но во второй части дня делятся все на разделения вот эти. Я вот в 4 классе, и еще вот это в 4 классе мои параллели, у нас их 3 вроде бы. Примера, короче, 1, 2, 3. И весь класс просто учится, а во второй части дня мы распределяемся на эскультура, грабадо и пинтура, и все расходимся по своим кабинетам. То есть вся скульптура из всех 3 параллелей собирается в одном классе и также с другими классами, направлениями работает. Вот, а театральное искусство, они, естественно, занимаются театральным искусством. Их, я понимаю, готовят каждый год что-то разное. То есть их, по идее, готовили до этого как кино, то есть как сниматься кино, про искусство кино рассказывали, а сейчас они проходят больше про театральное. То есть они выступают на сцене, ставят сценки, ну и так далее. Сейчас я расскажу более подробно про все предметы, которые в школе, и про расписание. Значит, с 7:30 начинается первый урок, как я говорила. В понедельник заканчивается в 15:45 уроки. Во вторник в 15:30, в среду и в пятницу в 17:45, это 10 часов в школе сидеть, это вообще жесть. И в четверг до 15:45. Значит, у нас есть продукцион и анализ дела и махин. Там мы делаем разные вещи. До этого мы делали, допустим, сначала нарисовали эскиз рисунка, который будет на коробке, потом переносили это на саму обычную вот эту картонную коробку. Ну и написали то, что обозначает. Потом проходили что-то, какие-то там, как работает цвет и так далее. Потом мы делали еще коллаж, то есть какую-нибудь иллюстрацию, выбрали рисунок, либо идею, что хотим сделать. И потом вырезали из альбома всяких книг, картинки и так далее. И потом все это совмещали. Потом из обычного предмета у нас есть география. И также у нас есть теория и история, делос, редуксио, арте, предположим, здесь просто сокращение, я не знаю, как это в полном варианте. Но, в общем, это история и искусство. Мы говорим про художников, ну и, в общем, про историю искусства. То есть недавно мы проходили, допустим, Ван Гога. Обычно его биография, его картины, ну и так далее, другие художники, ну и все другое. Также у нас, естественно, есть история, потом физика и математика. И во второй части дня, во вторник, то есть всего раз в неделю у нас есть физкультура. Она длится с 13:30 по 15:30. Также у нас есть салюты де лисенсия. Я тоже рассказывала, ну это обычные такие базовые предметы, которые есть в 4 классе в Аргентине. Я рассказывала в другом видео, там где говорю про свою частную школу экономическую. Я рассказывала про эти обычные предметы, что мы их делаем. То есть салют де лисенсия, если переводить дословно, это здоровый подростковый возраст. Ну, в принципе, понятно, что мы там проходим. Здоровый подростковый возраст. Также у нас есть литература, где мы здесь читаем книги, всякие произведения, делаем потом по ним задания всякие, ну и так далее. И потом в среду, во второй части дня у меня идет скульптура. Я буду, думаю, между всеми этими словами вставлять всякие нарезки. Про скульптуру я много чего сняла. Пенопласт. Еще с этим уже сколько? Полчаса, наверное. У меня пальчики такие. Не функционируют, немного дроблю. И мои штаны тоже слегка такие смежные. Я не понимаю, оно какое-то инвалидское. Оно как мое.
У нас там были как раз такие проекты. Там нужно было сделать семечко из гипса, либо из дерева. Я делала из гипса. Но в итоге спойлер, я его не доделала. Потому что мы начали делать другое задание, я как раз же поздно пришла. Но я рада, что мы его не доделали, потому что это очень сложно, и мне такое не нравится. Ну вот мы начали делать там другое новое задание. Типа тема, я поняла, будет потом тоже опять выставка. Там, где мы будем представлять эту тему, каждый класс, у каждого там своя тема. Вроде бы как. Ну теперь это будет общественные проблемы, как я поняла, вроде бы. Я выбрала зависимость. Это от типа казино, игровые автоматы. Это сделаю автомат. Я думала, что мы будем делать ее из коробки, потому что так изначально должно было быть. А потом оказалось, что должен делать все из дерева. Это не мое. Но мне придется все это... Короче, там очень сложно, я вообще не знаю, доделаю я такую фигню. В четверг, в второй части дня у нас идет, как-то бы перевести. Ну, короче, у нас идет рисование, но не как пинтура, так где мы красками рисуем. Мы больше проходим там всякие разные задания. То есть недавно, последнее, что мы делали, это нужно было нарисовать 3 портрета. Либо себя, либо какого-нибудь там человека, либо персонажа, чтобы видно было лицо. Красным и зеленым цветом. Потом желтым и фиолетовым, вроде бы, если не ошибаюсь. И оранжевым и синим. Ну, короче, рисовать и смотреть, как цвета совмещаются. В пятницу у нас это английский язык идет. Потом у нас идет информатика, где мы делаем задания. Сейчас мы проходим Excel. Nosotros trabajamos a eso. Estamos matando para hacer esto. Es muy difícil. Los sueldos que hay, los beneficios. Потом биология. Во второй части дня у нас идет 2 фотографии. Я вставлю фрагмент, который мы делали. До этого ребята делали камеру, фотоаппарат из картона. Я точно не знаю, как все это работает. Но то потом, типа как в фильмах, в темной комнате включается красный свет. Туда засыпают, как я поняла, какие-то химикаты в камеру. Кладут в листок, на который потом будет бумажку. И будет опечатан рисунок. Потом идут на солнце, человек садится, и за счет, видимо, трения, я не знаю, за счет этих химикатов, там создается изображение, то есть открывает камеру резко при свете, держит несколько секунд. Это все зависит, сколько ты будешь держать, и как будет более черное, либо более белое изображение. Потом закрывается, все это идут, помещает воду с химикатами в разные 3, ну, когда все это сохнет. И сейчас мы делали тоже прикольный проект, я не поняла в итоге чем. Чем-то мы мазали какие-то химикатами, вроде бы тоже бумажку обычную. Мы клали туда трафарет, какой-нибудь рисунка, несли на солнце, тоже зависело от того, сколько ты будешь держать, сколько будет более темный, либо светлый рисунок. Потом несли это в обычную воду, ждали, когда полностью станет белым рисунок. Потом он сух. Но в итоге сейчас покажу, что вышло. У меня 3 работы. Это вот эти. Вот это самое первое. Я очень мало держала ее на солнце, из-за этого она вышла таким белым. Наверное, даже... А нет, по всему видно. Дракон это. Что-то между драконом и чем-то еще. И вот такие вот 2 работы. Это пчела и глаз. Я их дольше держала, потом они вышли такие, какие должны были быть. Ну и потом идет пинтура, рисование. Учитель любит рисовать чисто маслом, поэтому рисуем только маслом. Вот, а про остальные я особо ничего не знаю, поэтому все, что я могла рассказать про остальные направления, про себя сказала. Ну это, по идее, все, что я хотела сказать. Это маленькое видео. Просто хотела сообщить о том, что вот я перешла в другую школу. Немного рассказала, как там, что работает. Надеюсь, я вам чем-то помогла. Если будут вопросы, естественно, можете написать в комментариях, я вам отвечу. Всем пока, с вами была я, Алиса. Чао. Я забыла еще кое-что важное сказать. В этой школе, к сожалению, нельзя снимать видео. Я даже спросила это у директора.
когда мы записывались. Короче, когда мы устраивались в эту школу, мне сказали, что здесь ничего снимать нельзя, только делать какие-нибудь там фотографии, и то, если, естественно, там кто-то не против. Но в итоге я попытался незаметно кое-что поснимать. Это пойдет в это видео. Ну и также моя одноклассница Вики, привет, Оля. Она была не против. Она сама сказала, что я могу спокойно поснимать. Если никто не заметит, то без разницы, с этим согласна. Lo único que sé decir es trivia. Hani, Alisa. Ali. Vamos a bajar.